Привет, я Стас Давыдов, и у меня есть небольшая проблема. Так вышло, что я прогневал бога котика. И теперь меня каждый раз будет кусать Годзилла, когда я буду говорить слово... котики. Ау. Итак, первое видео прислал злой Локи, и оно совсем не о котиках. Ау. В общем, тут есть дикобраз, который не хочет делиться своей кукурузой. Teddy, can you share your coin with me? Can I have it? No. Let me have it. Ого, говорящий дикобраз. Кстати, дети, дикобраз пишется с одной О. Хорошо учитесь в школе. Ну или хотя бы пользуйтесь гуглом. Oh, really? Да и какой же он дикий. Посмотрите на этого милаху. Даже лучше котиков. Ау. Странный он. Мне вот нравится, когда трогают мою кукурузу. Если вы понимаете, о чем я. Такой жадный дикобраз. И что мне его голос напоминает? А, так вот как на самом деле выглядят Джавы из Звездных войн. Итак, что мы узнали сегодня? Правильно, дикобразы могут быть милыми. А также мы выучили несколько фраз на английском языке. Повторяем. А знаете, почему у него зубы красные? Да он просто загрызает людей, которые отбирают у него кукурузу. Хотя зачем загрызать? Я и так уже почти сдох от умиления. Детуха, это так мило. И это хорошо. Капустиньо тоже прислал видео, в котором едят. Что? Все узнали себя в Макдаке? Количество просмотров говорит о том, что многие узнали. Вы уже не маленькие. Видите, что это не собачий кентавр и не челопес. Челопес. Будем реалистами. Это просто человек, на котором сидит голодная собака. Или пес его знает, как они там расположились. Боюсь фантазировать, а то получится какая-нибудь собака-человеческая многоножка. Человек — настоящий друг собаки. Не то что... корова! А учитывая то, какая у них классная команда, могли бы еще что-нибудь провернуть. Например, ограбить банк было бы неплохой идеей. Пожалуйста, опишите преступника. У него были обвисшие щеки, бессмысленный взгляд и много слюней. О нет, неужели он вернулся? Вообще, когда у тебя с собой есть чужая голова, это замечательно. Бриться не надо, волосы мыть. Есть идея. И это хорошо. Третье видео тоже про животных прислал Митору Дессу. И это социальная реклама, в которой актер с поставленным голосом натянул коня на себя. Ну, а еще раз можно? Давай, хоп, хоп, ну, еще раз, ты же боец, ты же мужик, давай, бросай курить, вставай на лыжи, давай, ну еще раз. Чтобы вы знали, его зовут Конь-Долбак, то есть у России есть ответ Алену Кару. Говорят, что у курильщиков плохая реакция, ну, давай, вот, я про это тебе и говорил. Проблема только в том, как зовут этот ответ. Похоже на волшебное слово с другим окончанием, которое вызывает волшебный звук в 1 килогерц. О, ты бросил курить, молодец! Вот ты как раз попал! Ты попал по мне, ты бросил курить! Нанять мазохиста для борьбы с курением? Хитро! Конь-Долбак, это же курильщики. Опасайся капли. Стоп! А жопа-то у него фейковая! И конь не настоящий. Вон, даже мужик-курильщик того же мнения. Пипчик, мало того, что... Двуногий говорящий козел в костюме коня? Зато он в яблоках. К тому же радует, что в России наконец умудрились сделать крутой социальный ролик. Сюда еще навешать цветастых иероглифов, кавайных визгов, и получится настоящая японская реклама. Завод имени какого хрена? Скоро в России! А еще радует объявление в конце. Позови коня-долбака на дом или в офис для задолбавшего тебя сигаретами друга, врага или родственника. Алло, конь-долбак? Мне тут нужно убрать кое-кого. И это хорошо! Вопрос прислал миссис Шурасик. А кто твои друзья?
Кто твои друзья? Свои интересные ответы оставляйте в комментариях здесь на ютубе. На этом все, с вами был Стас Давыдов, подписывайтесь, ставьте лайк, а видео на обзор присылайте вот сюда, в раздел на обзор. Итак, если на улице 0 градусов, а завтра обещают 2 раза холоднее, то какую температуру ждать завтра? Он залезает ментам на машину. Голый мужик! Он демонстрирует всем свои яйца. Голый мужик! Он залезает ментам на машину. Голый мужик! Мало того, что ты бросил курить сегодня, так ты еще сделал физические упражнения.